Всем привет, это Петя. Ща расскажу, как я в детстве заболел. Какой-то неизвестной болезнью. Да так, что до сих пор не знает никто, что это такое было. Все началось, когда я пошел в школу. Я смотрел телевизор и ждал маму. Петя, одевайся, пошли костюм покупать школьный. А когда велик купим? В общем, мы купили костюм. И 1 сентября я пошел в 1 класс. Школа мне нравилась. Но на уроках задавали сложные примеры. Я так злился, что глаз задергался. А потом рука. А через неделю я весь дергался. Петя, что происходит? Он такой всегда. Садись, Кол. После этого случая я еще язык начал показывать. Учительница терпела и говорит: ты что думаешь, я не вижу, что ты делаешь? Зачем ты мне язык показываешь? Вышел вон. В общем, эта дура пожаловалась директору, а маму позвали в школу. А она сразу поняла, что я не балуюсь на уроках. И вечером мы все рассказали папе. Он послушал, но ничего не сказал. А на следующий день я уже не ходил в школу. Школа ходила ко мне. Мне нравилось на домашнем обучении. Утром я оставался один. И ко мне приходили учителя, а по вечерам мы смотрели с папой телек и ждали маму с работы. Вы что делаете? Мама, купи велик. Ты что, дурак? Разве можно такое смотреть ребенку? Пускай привыкает. В общем, через месяц я вернулся в школу с хорошими оценками, кроме русского. Она так и не попала ко мне домой. Я не открывал ей. Врачи прописывали лечение, но мне становилось только хуже. Ёп. Не бойся, она не кусается. Но откуда ты знаешь? Ну, однажды мне стало получше. Как-то пришел со школы, говорю: когда велик уже купим? А мама говорит: у меня есть плохая новость и хорошая. Какую первую хочешь? Хорошую. Мы купим тебе велик. А плохая? Твоего отца автомобиль сбил. Ну и что? Так а где он? Нету. Нам поэтому и денег дали. Я катался везде. Дома, на улице. Даже на велике к психологу ездил. Петя, нарисуй картинку. Какая красивая. Такие похожие друг на друга тона. А это такое прям темное пятно. В художественной школе это называется акцентом. Мы пробовали все. Однажды даже к бабке ходили. Мама, а что за баба Зина? Говорят, она очень хорошо молитвами лечит и по картам читает. Пришли, я сел, а она давай бегать по дому. Злой дух, уйди. Бабушка, а не хотите со мной полечиться? В общем, она выгнала нас. Даже денег не взяла. Мы немного постояли, и мама предложила купить котика. Я назвал его Кузя. Привязывал бантик к нитке и гулялся с ним. А иногда выгуливал его, чтоб он травку пожевал. Он был красивый, но очень пугливый. Однажды возвращались с прогулки, заходим мама, кот, я. Закрываю дверь, а кота нет. С тех пор я больше его и не видел. И мама купила другого, Рыжика. Так мы его и назвали. Этот кот был другой.
такой пушистый, постоянно улыбался и носился по всей квартире вместе со мной. А когда родился братик, стало еще круче. Мы бегали, а он смотрел и смеялся. А потом мама купила собачку. Вы ее уже все знаете. Говорят, чтобы кот с собачкой подружился, сначала нужно кота, а потом подселить собачку. Мы так носились вчетвером, что я забыл все на свете. И перестал дергаться. Так я вырос, успел отучиться, пожениться, а когда развелся, сидел ночью в квартире и бился головой об стену. Думаю, я так тебя любил. Зачем ты ушла? И вспомнил. Я сидел до рассвета. Это было и остается самым красивым, что я видел когда-либо в жизни. Вот такая история. Так что сейчас, чтобы не заболеть, вы должны подписаться на мой канал. И узнаете много историй со мной, Злойманом и Прохожичем. Всем пока.